Друзья, вы на канале «Давай запишем», у микрофона Александр, всем большой привет! Сегодня у нас очередное знакомство со студийной акустикой, и на сей раз это будут двухполосные активные мониторы Fluid Audio C5. Начинаем. Прежде всего, давайте узнаем, сколько стоят эти колонки. Друзья мои, 12 990 рублей, внимание, за пару. Что, в общем-то, напрямую указывает на принадлежность этих мониторов к классу мультимедиа. И если этого аргумента мало, то смотрим на их заднюю панель и видим, что одна колонка пассивная, что и снимает окончательный вопрос касательно мультимедиа. Должно ли нас это пугать? Не думаю. Сначала надо все это хозяйство услышать, а уж потом и разговаривать будем. Но давайте обо всем по порядку. Итак, полосы 2, внизу 5 дюймов, вверху 1. Усилитель класса АБ, выходная мощность 40 Вт, максимальное давление 97 дБ, частоты 54-22 тысячи Гц. Кроссовер настроен на 4,5 кГц. Размеры одной колонки 256, 174, 193 мм. Вес пары 8,8 кг. Теперь смотрим, что у них есть сзади. Ну, с пассивной колонкой все понятно. А на основной видим регулятор громкости и два вида подключения – балансное и небалансное. И, собственно, на этом все. Единственное, что может быть не совсем понятно, это отсутствие выхода на наушники. Обычно мониторы такого класса имеют этот выход, и часто он не является лишним. Ну ладно, что есть, то есть. Продолжаем. Да будет нам с вами известно, что модель C5 имеет еще и Bluetooth-версию, которая дороже ровно на 5000 рублей, и это не только из-за наличия Bluetooth модуля. Давайте посмотрим на эту колоночку. Начнем с верхней панели. Здесь мы видим кнопку выбора источника, включение Bluetooth модуля и регулятор громкости. Довольно оригинальное решение, и очень хочется верить, что это будет работать корректно и долго. На задней стенке регулятора громкости, соответственно, уже нет, зато есть кое-что другое, чего нет у обычной версии. И в частности, это возможность соединиться с саб-акустикой и подключить сюда любое устройство, имеющее оптический выход. К примеру, это может быть и звуковая карта, типа вот такой простенькой, или же какая-нибудь игровая консоль. На самом деле мы впервые наблюдаем подобное решение на мониторах, но у производителя, видимо, были некие причины запихнуть сюда эту самую оптику. То ли народ затребовал, то ли сами придумали важность всего. Ладно, давайте вернемся к главному предназначению акустических систем, то есть к их звучанию. Послушаем, как всегда, вперемешку с оригинальным треком, после чего подведем итоговую черту.
Ну а теперь наше краткое резюме. Во-первых, в реалии эти мониторы звучат гораздо лучше, и особенно это касается низких частот. На тесте они у нас немного поплыли, на самом деле звучат отчетливо и плотно. Во-вторых, колонки достаточно громкие, причем на предельных величинах никаких явных перегрузов и искажений не появляется. Так что если ваше помещение не больше квадратов 12, то можно смело их брать и использовать. И, наконец, третье. Как ни крути, но некая мультимедийность в звуке присутствует. Но, во-первых, мы об этом, в общем-то, сразу и сказали, а во-вторых, далеко не каждые колонки за 13 тысяч способны так играть. Во всяком случае, на нашей памяти варианты были следующие. Либо существенно дороже, либо гораздо хуже. Но, так или иначе, выбор всегда остается за вами. На этом, друзья, будем закругляться. Работайте по возможности на хорошем оборудовании. Всем удачи и до новых встреч на нашем канале. Ну, с пассивной колонкой все понятно. Она... Может, не останавливаться. Хорошо. Сейчас я найду. Так, пересмотрим, что у них есть сзади. Я оставляю и...